Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой. Представьте себе воплощение летнего настроения в каждой детали. Вязаный топ, который я связал недавно, создан для тех, кто ценит утонченность и комфорт. Нежный желто-лимонный оттенок пряжи наполняет образ свежестью и легкостью, становясь настоящим украшением гардероба. Свободный крой модели дает абсолютную свободу движений, а изящный скос плеча подчеркивает женственность силуэта и создает гармоничные пропорции. Ажурный узор, разбавленный небольшим количеством дырочек, придает вещи особую воздушность, легкость. Это идеальный выбор для теплых дней. Обратите внимание на V-образный вырез горловины, который не только удлиняет шею, но и добавляет образу элегантности. Особую изюминку модели придает асимметричный декор, ряд декоративных пуговиц в тон основному цвету, которые создают неповторимый акцент и делают вещь по-настоящему уникальной. Топ я связала из 100% хлопка. В свободном крое это максимальный комфорт в носке. Вы сами понимаете, что хлопок – это натуральный материал, который позволяет коже дышать. Кроме того, пряжа тонкая, то есть не утяжеленная. Хлопок не вызывает раздражения кожи, прекрасно подходит для самой чувствительной кожи. Обратите внимание, модель сочетает в себе модный, современный, стиль оверсайз, стильный внешний вид и практичность. Отличный выбор как для повседневных образов, так и создания нарядных ансамблей. Будет отлично смотреться с джинсами, с юбками или с шортами. Подходит как для выхода на природу, для пляжного отдыха, для вечерних каких-то гуляний. В любом сочетании этот топ выглядит актуально и модно, а вяжется он очень легко. Если вам интересно дальше рассказ мой, как я его вязала, то давайте смотреть дальше мастер-класс. Сегодня я расскажу вам подробно, сколько петель набирать и как вязать. Конечно же, есть и схемы, и выкройка. Схема узора выглядит вот таким образом. Тут, собственно, две схемы используются. Нижняя схема – это узор для нижней планки. Рельефный узор для нижней планки в виде переплетений. У нас идет небольшой жгут на 3 петлях. Перекрещиваем. Вот этот знак обозначает перекрещивание 3 петель налево. 2 у нас перед работой, 1 за работой. Горизонтальная черта – это изнаночная, а вертикальная черта – это лицевая петля. Раппорт составляет 8 петель. Все подробности, как распределять узоры, смотрите позже в моем объяснении. И для вас будет еще выложено текстовое описание совершенно бесплатно под видео. Вторая схема – это схема основного узора. Тоже раппорт составляет 8 петель, 10 рядов в высоту. Значит, такие же условные обозначения. Вот добавляется вот этот треугольник равнобедренный. Это у нас 3 вместе, одной лицевой с выделением центральной петли. И круг – это накид. Здесь есть вот этот знак. Это также мы перекрещиваем 3 петли налево. Только перед работой у нас 1 петля, за работой 2 петли. Это я так придумала фантазийно. То, что вот эта линия отделяет крайне левую лицевую петлю, это петля для симметрии. Про нее я тоже буду рассказывать чуть позже, когда в своей объяснительной части, когда мы дойдем. Так, для вас, девочки, вот это описание будет выложено под видео в виде текста. Составлено это описание, собственно, для 3 размеров 44, 46, 48. Вот у меня 50 размер, и она мне прекрасно подходит тоже. Чуть короче смотрится, но это даже хорошо для лета, так что имейте в виду, 50 сюда тоже можно добавить. Он не облегает сильно, сразу скажу. Довольно свободно, хорошо, эффектно смотрится. Вот такой вот всеядный размер.
Ширина здесь вам показана 52 сантиметра, длина 54,5. Про плотность и все остальное смотрите сейчас. Я прям вот после вот этого момента приступаю к вам к показу выкройки. Итак, сейчас я, девочки, вам расскажу, как вязать этот топ. Он перед вами. Вот таким образом выглядит, своеобразным вырезом. Ажурное, легкое такое вязание. Интересный узор. Любая начинающая мастерица, в принципе, его может осилить. Нет ничего сложного. Планочка у меня цельновязанная по вырезу горловины. С одной стороны я ее, видите, сделала с рельефным таким жгутом. С другой стороны я сделала ее просто, ну, такую асимметрию решила соблюдать, просто резиночкой 1 на 1. У меня утолщенный край красивый. Я в предыдущем топе показывала, как вязать этот край. Так, я покажу вам, как связать этот край красивый, утолщенный. Там нет ничего сложного. Значит, шов у меня только по плечу идет. Скос плеча довольно-таки такой существенный, на 9 сантиметров. А так бесшовное совершенно изделие. То есть вяжется на круговых спицах. Смотрите, еще про нижнюю планочку я вам покажу сейчас. Нижняя планочка у нас связана резиночкой, ну, такой фигурной резиночкой. Все это есть в моем описании. Для вязания этого топа использовалась пряжа Yarn Art Ideal. Это хлопковая пряжа, 100% хлопок. У нас 50 грамм, у нас получается 170 метров. Прекрасного такого цвета желтого. Ушло у меня 4 мотка, то есть вот 4-й, вот что от него осталось. Тонкая пряжа, спица номер 4 для основного узора. Это Турция, девочки, Турция. Вот цвет, колор указан. Шикарно. Схематично выглядит выкройка вот таким образом. Не пугайтесь, что здесь так много всего нарисованного. Все будет сейчас понятно, и я расскажу довольно доступно. Значит, длина изделия составляет 54,5 сантиметров в моем случае, ширина 52 сантиметра. Топ прекрасно смотрится на разных размерах от 44 до 48. Я его даже на себя одевала. У меня 50 размер, ну 48-50 у меня размер. И я в нем прекрасно себя чувствовала. Вот такой не длинный получается, хороший, очень дышащий топ. Значит, начинается вязание на круговых спицах с фигурной резинки. Набрать надо на спицах номер 3,5 200 петель и связать вот таким узором. Вот эта резинка у нас фигурная на 8 петлях. Как раз умещается 25 раппортов по 8 петель. Вот таким образом. 4 ряда у нас в высоту раппорт. Я про условные обозначения уже вам рассказывала. Не буду повторяться. Когда вы свяжете 16 рядов такой резинкой, мы переходим на спицы номер 4 на вот такой узор. Тоже на 8 петлях раппорт у нас, плюс 1 петля для симметрии. И сейчас здесь есть такая особенность. Вот так это будет выглядеть сверху, вид сверху наше вязание. 96 петель у нас с вами. То есть мы делим наше вязание, ставим маркеры на 2 части, на 2 одинаковые части. 96 петель у нас с вами одна часть, 96 петель другая часть. И это ажурный узор. 1 петля у нас для симметрии. Я уже говорила про то, что в этом узоре обязательно нужно симметричную петлю использовать, когда вы вяжете на прямых спицах. Ну и не на прямых, у нас хоть и на круговых, но там есть своя особенность. Вот, значит, раппорт, я уже повторяла, 10 рядов и 8 петель ширина, 1 петля для симметрии. Вот она здесь у нас и заложена.
Вот эта петля одна заложена. Затем идут 3 изнаночные, снова спинка 96 петель, 1 петля для симметрии и 3 изнаночные. Вот таким образом вы начинаете распределять узоры. Значит, 12, вот у меня начало ряда, да, и вы вяжете 12 раппортов вот этой схемой. Вот. Затем одну лицевую закладываете для симметрии, затем 3 изнаночные, затем опять 12 раппортов, то есть это 96 петель, по 8 петель ажурным узором, опять 1 лицевая для симметрии, снова 3 изнаночные. И таким образом распределяете узоры и вяжете все это дело узором до того момента, когда надо будет разделить, значит, наше вязание и вывязывать проймы. Здесь мы ничего скруглять не будем, у нас полотно вяжется по прямой. Переход на прямые спицы у нас будет на высоте, общей высоте от начала вязания 60 рядов, то есть это получается 27 сантиметров. Делим наше тело на спинку перед и распределяются узоры следующим образом. Вот здесь я нарисовала, смотрите, вот у нас спинка, ну, собственно, также будет выглядеть и перед. Это у нас наши узоры с вами. Всего 99 петель, то есть от одной петли мы избавляемся, оставляем 99 петель и 8, значит, 12 раппортов по 8 петель и 1 лицевая для симметрии. И, конечно же, тут еще 2 кромочные участвуют. Все это дело мы вяжем с вами до высоты, когда надо будет начать скос плеча. То есть еще 44 ряда. То есть это наша высота проймы идет. И приступаем к вязанию скоса плеча. Плечо у нас. Значит, все наше с вами полотно вяжется делится следующим образом. Итак, петли наши 99 распределяются на вырез горловины. Это средние петли по центру, 38 петель я отвела. И по 31 петле на плечи у нас пришлось. И смотрите, как скос формируем. Первый раз мы закрываем 4 петли, а далее 9 раз по 3 петли. Вот. В каждом втором ряду закрытие. То есть справа, слева одновременно, симметрично идет такое закрытие. Так. Значит, вырез горловины. Закрытие у нас с вами выреза горловины таким образом будет выглядеть. Плотность у нас в 1 сантиметре, это горизонтальная плотность 1,9 петель и по вертикали 2,2 ряда. Там даже ближе 2,3 ряда. То есть что-то такое между ними среднее получается. Я рассказываю, как у меня распределялись ряды и петли. Так, и что у меня в итоге? Вот такие ширина. Значит, общая длина изделия 124 ряда у меня получилось. И при ширине 52 сантиметра у меня набиралось, вот я говорю, 200 петель по кругу. То есть по 100 петель на перед, на спинку, образно говоря. Но по узору у нас получается нечетное число. Можно взять... Изначально вообще можно взять 99 петель, можно взять 101 петлю. Это не столь важно. Значит, спинка у нас на высоте 47 сантиметров. То есть это 104 ряда получается от нижней планки. От нижней планки вот от этой. Мы начинаем формировать вырез по спинке. Закрываем центральные 28 петель. И далее в каждом втором ряду закрытия идут справа-слева по 3 петли. Ну, конечно же, обе половинки вяжутся раздельно, как это обычно бывает. 3 петли и в следующем втором ряду 2 петли. Вот таким образом мы закрываем вырез по спинке. Что касается выреза по переду. Здесь, если вы хотите его сделать... Более глубже не надо. Если вы хотите его сделать менее глубоким, то смотрите, что по рядам. Значит, я начинала его вязать на общей высоте 66 рядов.
приступила к формированию цельновязанной вот эта планочка. И, значит, отдельно мы вяжем правую сторону, левую сторону. Общая высота у меня получилась 58 рядов. Закрытие нам надо справа, слева закрыть в каждом третьем ряду по 19 петель. То есть 19 раз по одной петле вы закрываете в каждом третьем ряду, справа и слева. Что касается планки, у меня асимметрия. Сейчас покажу, что это значит. Я попыталась сделать асимметрию. Я ее сделала вот с этой части. Я уже повторяюсь, наверное. У меня просто резинка 1 на 1. А здесь у меня идет фигурная резинка с использованием жгута на 3 петлях. Схему сейчас я вам покажу, как распределялись петли. Вот здесь у меня центрально 9 петель идут. Они у меня идут значит, вот в эту планку цельновязанную. Выглядит это, значит, визуальный чертеж. Смотрите, это вот так будет выглядеть. Вот. Вот это 9 петель. И вот так друг на друга накладываются планки. Вначале свяжите одну сторону с планкой, потом доберете 9 петель с внутренней стороны и свяжете еще эту. Или наоборот, если вы вяжете эту сторону, то здесь у нас резинка 1 на 1, здесь фигурная резинка. Но в любом случае вам надо будет вот так спицей 9 петель поднять, и они у нас будут включаться в работу. Цельновязанная планка. Что касается узора для цельновязанной планки, я тоже это схематично изобразила. Вот здесь планка выреза горловины, та, которая фигурная, не та, которая резинкой 1 на 1. Смотрите, у нас для этой планки используется 2 кромочные петли. Вы видели, какая она утолщенная у нас получается. Затем идут 2 изнаночные, 3 петли. Это вот этот перекрещенный раппорт. То есть вот эта часть. Вот такая резинка у нас получается. Когда мы перекрещиваем с вами 3 петли налево. Причем одна у нас перед работой, 2 за работой. Вот такой вот вариант. Чтобы согласовано было с узором. Я попыталась это сделать. Можно с резинкой сделать, которая по низу. Здесь у нас перекрещивание тоже 3 петель, но 2 перед работой и 1 за работой. Обратите на это внимание. Ну, так я решила. Можно это все согласовать и сделать одинаково, по вашему желанию, мастерицы. Так. И петельки при этом вот таким образом выглядят у нас. Значит, 9 петель, здесь 44 с 2 сторон, кромочные, всего вот 99 петель. Это, конечно, узор. И здесь идет у нас закрытие в каждом третьем ряду, понятно, да? Это вот вырез V-образный. В каждом третьем ряду мы закрываем по одной петле. Итак, 19 раз. Это все есть в моем описании под видео. Все вот эти высоты вы, конечно же, почитаете в моем описании. Вот он вот так у меня черновик выглядит. Корректировала я здесь, чтобы все правильно, без ошибок сделалось. И вы этим описанием сможете легко воспользоваться совершенно бесплатно под видео. Схемы вот тут у меня все изображены тоже. Вот. Ну, в принципе, я все рассказала, все объяснила. Что касается отделки, после того, как вы все эти детали свяжете, отделка у нас это сделать вот этим вещи, продолжим мы с вами вязать цельновязанные планки еще на высоту 8 сантиметров. То есть мы здесь их не закрываем, петельки эти 9, продолжаем их вязать. Здесь я тоже перешла на резинку 1 на 1, то есть фигурную резинку по спинке я делать не стала. И потом эти деталечки у меня вот здесь пришиваются по спинке. И получается шов сзади. Вот так вот это выглядит. Вот, видите, шов сзади. Вот такой получается. Ну, да, не очень эффектно смотрится, грубовато, но не натирает, поскольку очень нежная пряжа, очень хорошего качества, легкая, дышащая. Да вы и сами видите, да, топ
можно носить. Он не очень, кстати, просвечивает. Прямо на бюстгальтер можно одевать. Не очень просвечивает. Незначительные такие для лет дышащий вариант. Либо какой-то топ такой укороченный, маленький, малозаметный, любого цвета, какого хотите. Телесного, желтого, светлый, любой цвет подойдет. Белый идеально будет смотреться. Я вам уже сегодня продемонстрировала, как это выглядит. Вот эти пуговички, это что-то такое фантазийное. Их можно делать, можно не делать, можно что-то другое придумать. Сейчас асимметрия в моде. Я решила вот так вот проявить, так скажем, интерес к моде и сделать вот такие асимметричные пуговки декоративные применить. Ну, мне кажется, довольно-таки так по-летнему получилось. Цветочки подобрала деревянные. Красиво смотрятся. Мне нравится. Я люблю вообще всякую фантазию проявлять. Не люблю скучные вещи. Такой желтый солнечный цвет. Совсем забыла вам рассказать. Здесь я поднимала 64 петли по пройме. 64 петли связала. Просто резиночка. У меня 1 на 1 здесь связано. 3 ряда всего. Закрыла свободно по лицевой стороне. Вот. Планка, думаю, все-таки нужна, конечно, по пройме. Иначе некрасиво смотрится. Вот. Такая вот она. Не держит эта пряжа, кстати, резинку. Имейте это в виду. Такая она. Чистый хлопок, 100%. После стирки не вытянулся, не поменял цвет, ничего. Прекрасно сохранил то, что я закладывала по плотности. Вот таким образом. Хотела, девочки, показать, как я оформляю вырез горловины V-образный. У меня вот таким образом с нахлестом оформляется основание выреза. И как я оформляю вот такой толщенный край. И показываю. Смотрите. Значит, в лицевом ряду мы с вами вяжем первую петлю, снимаем, не провязывая кромочную. Затем вяжем лицевую. И далее вяжем изнаночную петельку. И вот так провязываем всю планку. Как смотрят на нас петельки по узору. И покажу, как затем в изнаночном ряду это будет выглядеть. Смотрите, довязываем с вами до конца с изнаночной стороны планку. И вот что у нас с вами получается. Значит, предпоследняя петелька у нас будет изнаночной. Просто ее переснимаем, не провязывая. А нить у нас перед работой. Кромочную вяжем изнаночной. Вот таким образом будет формироваться утолщенный красивый край. Снова переворачиваем вязание на лицевую сторону. Так. И смотрите, здесь у нас с вами формируется вот такой красивый край. Вот такой красивый край. За счет вот этих вытянутых петель. Не провязанных. Здесь у нас идет лицевая петелька. Правильно ее разворачивать обязательно надо. Мы ее провязываем. Кромочную сняли, лицевая, изнаночная. И далее петельки по узору. Вот таким образом. Смотрите, девочки. После того, как вы довяжете до конца плеча планку, мы ее продолжаем вязать. В высоту еще 10 сантиметров. Это часть будет пришиваться вот с этой стороны к спинке аккуратным трикотажным швом незаметным. Вот. И будет по спинке вот таким образом 10 сантиметров мы довязываем. Вот одна часть. И сейчас вот вторую довяжу. Также буду в высоту еще 10 сантиметров. А это ждет своей очереди, чтобы здесь потом все это дело сшить аккуратно. Можно по открытым петлям. Это очень красиво будет, эффектно смотреться. Ну, любым другим способом.
Я вот пересняла пока на второстепенную ниточку, петельки не закрыла. Там потом подумаю, как в процессе будет хорошо смотреться. Девочки, до новых встреч, удачи!